Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Наверняка каждый из нас сталкивался с такой проблемой, как прыщи или акне по-научному, и как же они не кстати, они обычно появляются. В этом видео я расскажу о своих любимых соцсредствах в борьбе с акне. Немного о моей коже. У меня нормальная кожа, но прыщи периодически появляются на моем лице, так как я иногда злоупотребляю фастфудом, всякими сладостями. Я знаю об этих проблемах и стараюсь такую еду есть как можно меньше. Еще прыщи иногда навещают меня перед теми самыми днями. Уверена, такое бывает у многих. За многие годы борьбы с ними я нашла средства, которые прекрасно работают. Как же бороться с акне? Прежде всего нужно определить причину, почему возникают прыщи. Это очень важно, так как причиной могут быть не только внешние факторы, но и внутренние. Если у вас угревая болезнь, либо сильное высыпание, лечение должно быть комплексным. Также при борьбе с акне очень важно правильное очищение и отшелушивание кожи, так как отмершие чешуйки клеток кожи мешают выходу кожного сала наружу, тем самым закупоривая поры. У меня подобная проблема на подбородке. Раньше у меня было много подкожников, которые периодически воспалялись. Подкожники – это те же самые прыщи, только без явного воспаления. И это только вопрос времени, когда воспаление перейдет в активную фазу. Для борьбы с подкожниками мне очень помогла щеточка для умывания лица. Она очень хорошо отшелушивает кожу и очищает поры. И также эффективные в отшелушивании различные пилинги, особенно пилинги на основе фруктовых кислот, салициловой кислоты, но она может сильно осушить кожу. В свою жизнь я перепробовала много различных средств от акне, как народных, так и аптечных, и нашла те средства, которые максимально эффективно действуют против прыщей в короткие сроки, и сегодня я хочу вам о них рассказать. Первое средство, с которого я хотела бы начать, это мазь Левомиколь. Это очень бюджетное средство на основе антибиотика и вещества, которое уменьшает воспаление. Стоит оно в районе 150 рублей. Для меня это средство действует лучше, чем Базирон, Долацин и Скинорен, которые прям на порядок дороже. Я использую эту мазь, если чувствую, что у меня начинает выскакивать прыщ. Иногда она даже помогает, чтобы прыщ не сформировался, а убирает воспаление прямо на начальной стадии. Также эта мазь помогает, если у вас есть какое-то воспаление, которое долго заживает, либо вы выдавили прыщ, а он сформировался заново. Эту мазь можно использовать как компресс под пластырь на ночь. Это средство не нарушает поверхностный слой кожи, то есть никак не отшелушивает, не делает ожоги, если переборщить. Очень эффективное средство, очень бюджетное, очень его рекомендую. Следующее средство, которое я тоже очень люблю, это средство с активным ретинолом в составе. На данный момент у меня вот такой вот крем с iHerb с ретинолом. Это аналог таких средств, как диферин, ретиноевая мазь. Все эти средства идут на основе ретиноидов. Он хорошо помогает бороться с акне. В отличие от кислот, которые просто отшелушивают отмершие клетки с поверхности кожи, ретиноиды глубоко проникают в слои кожи, они заставляют клетки быстрее делиться, и вследствие чего быстрее отшелушиваться, тем самым обновляя кожу. Также он имеет свойство подсушивать акне. Ретиноиды используют при борьбе с тяжелыми формами акне, и они также очень хороши при борьбе с подкожниками. Но, несмотря на все эти плюсы, есть и минусы. Если переборщить, ретинол может вызвать раздражение кожи, шелушение, повышает чувствительность кожи. Обязательно нужно защищать кожу от солнца в период использования ретинола, так как это может вызвать появление пигментации. Лично я использую ретинол точечно на прыщики в начальной стадии воспаления до появления белой головки. Он уменьшает воспаление, подсушивает, ускоряет заживление. Но с ним главное не переборщить, не наносить на кожу чаще, чем раз в 3 дня, так как это цикл отшелушивания кожи под его воздействием. Иначе на месте вашего болючего прыща будет такое красное пятно новой молодой кожи, которое будет очень-очень долго сравниваться с общим тоном лица. В общем, очень эффективное средство, но тут главное не переборщить. Последнее средство – это такой вот порошок, он называется баниацин, его цена в районе 400 рублей.
Оно идет на основе цинка и антибиотика. Это средство я использую уже на выдавленный прыщ, на ранку, вернее, наношу его такой ватной палочкой, точечно как бы припудривая. Он образует сразу же такую корочку на ранке, ускоряет заживление, обеззараживает. Очень эффективное и хорошее средство, экономичное. Его можно использовать также на открытые раны, ссадины для их быстрого заживления. На сегодня это все мои любимые средства, которые я использую в борьбе с акне. Пишите в комментариях ваши любимые средства от акне, ставьте лайки, если видео было полезным и интересным для вас. А сейчас я уже хочу с вами прощаться. Всем пока-пока!